три, наш костер гори. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Мы готовы. Вы готовы? Вы готовы, дети? Да, капитан. Раз, два, три, наш костер гори! Гори, гори, ясно, чтобы не погасло! 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 Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ура! А кто сказал, что не загорится? Загорится наш костер. А что, Александра у нас Сергеевна одна там с картошкой справляется? О, правильно. Справляемся, да? Итак, ребята, сегодня мы собрались здесь для того, чтобы этим костром дружбы подвести определенные итоги. Что мы с вами делали всю эту смену. Главная задача была собраться одним мощным коллективом, подружиться и запомнить эти дни навсегда и на всю жизнь. Поэтому наш костер мы назовем просто костер дружбы. И посвятим его всем нам. Я предлагаю, для того, чтобы наш костер начать, мы не будем вставать, можно сидя. Давайте исполним нашу отрядную песню, споем. И, так сказать, начнем наш вечер. Кто запевает у нас, кто играет? Гитаристы. Горек давай. Поближе сядь друг к другу, парни. Нет? Да нормально. Нормально? Нормально. Нет, еще надо. Гоша, ты наигрался. На, держи, лови. Всю смену наигрался. Ничего, разгорите. А розжиг есть потратили, родитель? Ничего, пойдет. Я там камеру закрываю. Готовы? И давайте. Поем. Что такое лагерь, это счастье? Полчаса не спать после отбоя. Строить здесь вокзалы для того, чтобы ненастья Кратоша обходили стороною. Строить здесь вокзалы для того, чтобы ненастья Кратоша обходили стороною. Рейс наш первый отправлен в путь. Ты друзей своих не забудь. Там, где строим вокзалы всегда, Градова просто мечта. Почему мы первый рейс назвали? Потому что мы сказать хотели. Было очень здорово, чтоб все не унывали, ведь мы вокзалы покружить сумели. Было очень здорово, чтоб все не унывали, ведь мы вокзалы покружить сумели. Рейс наш первый отправлен в путь. Мы друзей своих не забудь. Там, где строим вокзалы всегда, Градова просто мечта. Я верю, что он будет гореть. А вы верите? Да! Тогда возьмите. Ну, что-то идет. Итак, мы с вами собирались поговорить на романтические темы, да? И готовили романтические новеллы. Давайте я начну первой новеллу. Потом дальше начинаем двигаться по очереди. Моя новелла называется «Газовый свет».
Будем предполагать, что эта история произошла в старой доброй Англии, в середине 19 века. Графство, замок, старая графиня, у которой куча угодьев, куча полей, куча лесов, несметные сокровища и богатства. Мирно проходило ее существование, ее жизнь. И вдруг однажды стали происходить какие-то непонятные чудеса в замке. Слуги стали слышать по ночам вой, приблизительно такой. Видели непонятные мерцания в разных комнатах. Такое вот ощущение было, вот когда вот газовая лампа горит, гаснет. После нее не сразу темнота появляется, а еще небольшое такое свечение, как типа северного сияния. Жарким летним вечером графиня почувствовала себя плохо и сказала: я пойду пораньше лягу спать. И она говорит: спать, отдыхать. И вдруг ночью одна из ближайших ее приближенных там служанок услышала крик из спальни своей хозяйки. Она забежала туда и видит такое вот мерцание такое, и гаснет этот свет в комнате. Хозяйка лежит на полу, руки вот так вот скрючены, вот так вот. Она наклонилась к ней и спрашивает: что с вами случилось, хозяйка? И она ей шепотом, значит, говорит: газовый свет. И умирает. Очень странная эта история, но никто не придал этому значения. Теперь стал вопрос о наследстве. Кому достанется это богатство? Находят девушку 18-летнюю, внучатую, вернее, племянчатую внучку, вот так вот, наверное, будет сказано. Давайте я объясню это. Значит, то есть она не прямая бабушка ей, а вот у ее, например, брата или сестры есть ребенок, у этого ребенка еще ребенок, и получается, что она внучка вот ее сестре. Племянчатая внучка. То есть это очень дальняя. Внучатая племянница, да. То есть дальняя родственница. Вот она приезжает, сама она жила в бедности, эта девушка. Слуги все напряжены, в округе все фермеры тоже думают, как она будет себя вести, как она будет жить. А хозяйка эта старая, она всегда помогала деньгами кому советом, там, работниками. Там, например, у одного фермера скот пал, она, значит, суду ему давала под небольшой процент. Если холодно будет, ближе подвигайтесь сюда. Вот. Но приехала эта девушка и говорит: ребята, все, не волнуйтесь, все будет так же, как и было. Будем собираться вечерами, играть в карты, буду вам помогать. Вот. А девушка сама была не из пугливых таких. У нее была хорошая нянька, которая учила ее всегда: ты не бойся ничего на свете, чертей нет, нету никаких духов, есть просто злые люди на свете. И вот она могла спокойно сесть на коня в лунную ночь, поскакать 2 часа ночи, побродить по лесу, такая вот была отважная. Естественно, она хотела познакомиться со всем своим хозяйством, стала обходить замок. Вот. И одна из таких высоких построек, на ней чердак был, который тоже примыкает к замку, а там все комнаты, все сообщается, все этажи. И говорит: я бы хотела бы туда попасть. Ой, там у нас ключи там давно потеряны. Говорит: ничего не знаю, найдите. Находят ключи, открывают дверь, проходят туда. Смотрят, а там вроде как все прибрано, ни пыли нет, ничего. И посередине там этой комнаты темной, они зашли с факелами, понимаете, да, жгут свечи у них в руках, когда еще электричества не было. Хорошо, вы грызете, оставьте меня тут. Вот. Смотрят, большой, огромный портрет девушки во весь рост. Девушка эта в старинном платье, но как 2 капли воды похожа на нее.
такое удивление было, как у всех. Ничего себе, как интересно. Ну и забыли опять об этом случае. Проходит некоторое время. Опять жаркая летняя ночь. Крик из комнаты этой девушки. Прибегают люди уже туда, уже испуганные, что это не пират. Видят это вот мерцание, газовый свет, и эту девушку с выпущенными глазами такие. И задают вопрос, что произошло, что случилось. Она говорит, я видела, говорит, женщину с этой картины. Вот она вот так вот стояла передо мной, как перед вами. Все везде, как обычно, обыскали, ничего, никого не нашли. Жизнь опять налаживается, уходит в свое русло. Но девушка вспоминает про этот чердак, про эту картину, потому что к ней приходило существо, которое вот именно в этом образе, в таком же платье. Вот. Значит, она берет факел, сама поднимается туда на этот чердак, заходит, открывает эту дверь и начинает внимательно рассматривать эту картину. Когда она ближе к ней подошла, у нее возникло естественное желание ее отодвинуть, посмотреть. Вы знаете, там обычно сзади всегда пишут, в каком году там это было, кому это посвящено, да? Если художник ставит подпись свою где? Внизу, вверху, на картине, на самой. Да? Начинается, говорит, да? Вот. И она отодвигает, видит, что стена имеет странную форму, отблеск такой, как будто бы там вот дверь. Отодвигает эту картину в сторону, раз, так пальчиками пробежалась, кисточками, да, и видит маленькое-маленькое такое отверстие для специального ключа. Заглянула туда и видит, что там дальше, да, за этой дверью действительно комната есть. И там свет горит. Она смотрит и видит там мужчина и женщина. О чем-то там разговаривает, но она не слышит. Быстро назад прислонила эту картину, выбежала оттуда, собрала своих слуг и говорит, так, все, пойдемте туда. Поднимаются они наверх. И вдруг стало вот это вот все гудеть. Появилось такое мерцание пошло, и факела стали гаснуть. А факела держали свечу над собой, и она говорит, так, ну-ка давайте вниз опускайте перед собой. Когда пустили ее вниз, вот так вот перед собой, все продолжало гореть. В итоге убирают эту картину, скрывают эту комнату, заходят туда, да, действительно, там мужчина и женщина, находят это платье, находят парик, находят большое зеркало, комнату и так далее. Она берет этих ребят, спускает вниз в свою залу и начинает выспрашивать ее, кто они такие. Это, оказывается, ее родственники, которые когда-то объединили и уехали в Америку. Там тоже потеряли все свое состояние, ничего у них не получилось. И им пришлось вернуться в Англию, и надо было как-то забрать вот эти вот, взять деньги. Им пришлось, таким способом они убрали первую хозяйку, но никак не ожидали, что появится другая молодая. И также хотели ее убрать. Сам этот мужчина был то ли физик, то ли химик. И вот он с помощью там всяких разных препаратов мог создавать вот это вот звучание, такой звук, и вот такое вот мерцание. А жена его была неплохая актриса, она переодевалась и вот так вот пугала этим. Если у бабушки было у графини, да, старое слабое сердце, то у девушки 18-летней она оказалась крепкой. Вот такая вот странная, чудовищная история. Я бы не хотел бы, чтобы у вас тоже случилась такая история. История жуткая на самом деле. Когда-то мне ее рассказали тоже вот так вот на костре. Я почему-то вот только ее одну и запомнил. Итак, для следующей новеллы я предоставляю слово нашему лидеру Ольге Романовой. А потом после Ольги выступает Никита. Оля, пожалуйста. Готовится кто у нас потом после Никиты? Оля, давай, не стесняйся. Я не знаю. Ну как так? Ну серьезно. Расскажи ту историю, которую ты рассказывала Даше Агаповой. Давай. Какой из? Вот последнюю вчера то, что рассказывала, про черный камень этот.
Давай. Пока ты вспоминаешь, Никита тогда. Но она такая быстренькая, не А то ты что ваша. Не спеши. Тоже такая история, ну, в принципе, можно ее потянуть. Значит, жила семья. Мать, отец и была у них дочка. Дочка лет 13. У этой семьи было все очень хорошо и замечательно. Вот наступает день рождения дочки. Дочка на день рождения очень сильно хотела собаку, чтобы ей подарили, ну, щеночка. И вот наступает этот момент, когда день рождения родители дали ей этого щеночка. Девочка очень счастлива. С этим щенком она не расстается ни на минуту. Значит, проходит несколько лет, он вырос. И тут, значит, у родителей получилось так, что им надо было уехать на несколько дней, буквально на дня 4. Значит, и тут, ну все, значит, уехали. Первой ночью девочки проходит хорошо. Были некоторые звуки, которых она испугалась, немного кран капал в ванной. Но ничего. На вторую ночь то же самое случилось, но уже более сильнее. Звуки стали все громче и громче. Девочка, чтобы себя успокоить, знала то, что ее собака спит под ее кроватью, спускала руку и давала, ну как, чтобы почувствовать ее, собака лизала ее руку. На третью ночь все было гораздо хуже. Какие-то там звуки происходили. На четвертую ночь девочка, собравшись с звуком, решила заглянуть и посмотреть, что же там такое. Но до этого она, значит, попыталась себя так успокоить, как бы, чтобы собраться с духом. Она опускает руку и чувствует, как собака лижет, ну, ее ладошь, да. Значит, собравшись с мыслью, она встает, проходит до ванны, включает, а на зеркале написано: «У тебя вкусные пальчики». Смотрит, и над ванной висит ее собака. Фу. Да. Спасибо. Молодец. Ну кто следующий? Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Давай. Я не знаю, что. Давайте я скажу. Давай. Ну, у вас что-то больше, наверное, в серии ужасов. У меня более романтичная и красивая история о любви. В том месте, где я родилась и выросла, это Рыбинский район Казанской области, есть поселок Дивный. Раньше как бы названо в честь владельца, где стоит имение. Этот поселок стоит его имение, граф Дивный. Вот, там есть замечательная постройка, которая ныне уже развалена, но тем не менее она заставляет обратить на нее внимание, потому что она необычайной высоты. Это минарет. Минарет – это турецкие башни, высокие, на вершине которых возвышается месяц. Он, конечно, как прежде не блестит, но тем не менее составляет такое, вызывает интерес, пугает проходящих мимо. И история этого построения такова. Однажды граф Дивов в очередной схватке с турками захватил в плен красавицу, которая была девушкой, и она была дочерью турецкого шейха или графа. И он решил на ней жениться. Забрал ее. Чуть поближе к нам, буквально. Хорошо. Он решил на ней жениться, и чтобы она совсем как бы не так сильно тосковала по родине, он построил для нее тот самый минарет. Конечно же, ей было тяжело, поскольку она не любила его, и этот брак был, грубо говоря, насильственный. И однажды она не выдерживает и спрыгивает вниз с самого
макушке этого минарета. Чтобы спасти жизнь своей любимой, он отправляется в Рязань, город, конца на своем самом лучшем, крепком и быстром жеребце, которого звали Ворон. Лекарь быстро был доставлен в имение графа, но, к сожалению, спасти принцессу не удалось. Конь от того, что он проделал настолько длинный путь, от упадка сил, он тоже упал и погиб. Ныне на том месте стоит камень, в котором есть лес. И мы местные люди, как бы, и мы маленькие были, очень часто ходили лазить на лес. И говорили, что это правильно. Кто еще готов? Я чуть-чуть поторопился, значит, мы зря сюда пришли. Готовился один только Никита. А разговор шел взрослый, да? Мы все готовились, все собирались. Если вы все пришли сюда слушать, вы думаете, что вас... Ну, готов что-то. Еще не сюда? Ну, я ее сам... Я ее сам сегодня придумал. Давай. Было у меня сегодня свободное время, минут 5. И я так решил, набросал. Значит, в 9 веке наш в одном из сел находилась крепость. В крепости жил очень важный человек. Была у него дочь. Случилось так, что этот сын по несчастному исходу событий погибает. Получается так, что дочь остается в семье одна, без любящего брата. По ночам ходив по коридорам своего замка, вспоминаю, как в детстве она с ним тут развлекалась, как дралась на мечах. Она замечает какое-то такое непонятное сияние. Девушку это, конечно, испугало, и она убежала в комнату. Значит, долго думав, не могла уснуть. И решила выйти из комнаты и пойти посмотреть все же, что там. Но как хотела она, у нее ничего не вышло. Когда она подошла туда, там ничего не было. Подумав то, что ей это привиделось, она поспешно забыла про это. Значит, проходит еще несколько буквально недель, и она снова замечает этот свет. На сей раз она очень сильно испугалась. Побежав к отцу, начав рассказывать ему об этом, она, как отец, ее не послушал и отправил лечь спать. Но девушка ослушалась своего отца и пошла на это место. Значит, придя туда, она увидела то, что она не могла ждать. Это был тот человек, призрак того человека, который находился в этом замке. Значит, он сильно напугался, и после этого девушка не могла ни с кем разговаривать около очень длительное время. Значит, отец заставил всех своих средств стражу прочистить этот замок. Но оказалось так, что, как бы так сказать, один из батальона, так скажем,
пошли именно в то место, где девушка была напугана. Они увидели того же призрака, а на сей раз он не стал церемониться с ними, перерезал им голову. Значит, царь, ну да, будем его так называть, очень сильно испугался, велел вывести всех своих дочь и сам и переехал в другое место. Проходит несколько лет, даже так сказать. Уже все забыли про этот случай, и вот он появляется в их доме. В новом месте. Он преследует. Он находит. Поочередно начинает убивать. За то, что они жили в его доме. В конце концов остался один царь. Он умер не от того, что его убил призрак, а от того, что его как бы, он скорее свел его с ума, чем убил. Ну и все. Молодец. Молодец. Ну кто следующий? Марина Аржевикина. Давай, зайчик, Я я. знаю одну Давай, историю, расскажи. но она очень короткая. Нам её Давай. рассказывал Видишь, как экскурсовод, точка когда попала. мы ездили с классом на выпускной в город Коломна. Ну, все, наверное, знают известную Коломенскую крепость, Коломенская земля. И нам рассказывали историю о том, что когда наши воины сражались с кем-то, я уже даже честно не помню себя, они взяли в плен девушку под именем Марина, и которая, спустя несколько дней буквально скончалась, потому что ее не кормили, не давали ей воды, в общем, просто ее тиранили как только могли. Она скончалась буквально через несколько дней в этой крепости, ее похоронили как положено, но сейчас коломенцы поговаривают, что поздними вечерами они видят, как над этой крепостью с названием Марьина крепость летает ворон, вот так по кругу против часовой стрелки, летает буквально несколько минут и потом просто исчезает. Молодец. Еще кто способен? Гоша, давай. Была девочка, она была еще маленькая. У нее не было ни друзей, ни подруг, ни знакомых. Мама с папой у нее умерли, родственников не было, она жила одна. И было очень скучно, одиноко и очень грустно. Стала она придумывать себе друзей. Она придумала себе друга. Она общалась с ним, играла. Потом ей стало его мало, и она придумала себе собаку. Ей стало гораздо веселее. Она жила еще год со своим другом и придумала собаку. Потом она завела себе кошкой. Они жили вместе, радовались. Ей так не хотелось выходить из дома, она все боялась. Боялась людей, боялась незнакомых животных, траву, деревьев. Она боялась всего. Она придумала себе еду. Она придумала себе все, придумала себе мебель. Она придумала себе вещи. Она жила в своем уме. Это было все образ. И как-то раз она заболела. Ей было очень плохо. И она хотела позвать друзей, но не могла. Ее никто не слышал. Стояли друзья, она их видела, она их слышала, но ничем не могли помочь. Она хотела идти в магазин и купить себе лекарства, но она не могла это сделать. Она думала о том, что сейчас кто-нибудь придет, что сейчас ей помогут, спасут ее. Но этого не происходило. Она придумала себе болезнь. Она лежала здесь, лежала два. Она пролежала год и ничего не могла с этим сделать. Не надо придумывать себе какие-то новые красочные истории. Жизнь своя. Молодец. Кто еще готов? Заявить
после этого песню. Его куда-то Давай. Вначале одну, потом песенку, потом вторую. Давай, давай сейчас короче. давай покороче. Это исторический факт, но он очень интересный. Мой земляк, наш земляк Саша и Евтим Евдокимович Суховский, рязанский лекарь, Федор Распределёв. Он дружил с Егором. И как интересный факт в его жизни. У него не было фотографий, так как это был 1912 год, шла война, и не было фотографий, но и в то время не было еще. У него был один единственный портрет, который нарисовал его ученик. Он рассказывал очень вот такую историю. Давай. Сейчас, поднимите крыло. Поднимайте крыло. Ему много раз говорили о том, что его кто-то не хотя Нормально, да, так? Ложился, да? Все. Разгорелся наш костер. Неожиданно прям, да? Невозможно сидеть, значит, ложись в траву. Переезд закончен? Завтра будет отряд на Да. Индейцы. Апачи. 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 Время Апачи. Ничего, он сейчас упадет, завалится, будет лучше. А? Куда упадет? Ну пусть его. Как вы думаете, в какую сторону упадет? Вот так по диагонали упадет. На нашу картошку? Нет. Вот так, вот так. Там картошка. Можно постоять тогда пока вот сюда-то иди. О, круто Таня Троицкая волосы высохла. Давай, закрывай. Аревик, сейчас упадет когда, да расскажешь. Пока споем, давай. Давай, Давид, давай. Давай, девчонки, пока на ту сторону там. Олег.